Всем привет! И сегодня я бы хотела поговорить с вами на такую тему, которая меня всегда очень интересует. Скорее всего, такое было не только у меня, когда вы привыкаете к какому-то ютуберу, он пропадает с ютуба, и вы задаете очень большим количеством вопросов. Конечно, у многих я знаю, что все хорошо, но все равно как-то пустота ощущается. У меня такое бывает очень часто, вы знаете, и по моим ASMR-видео, что я, в принципе, не поклонник больших ютуберов, не знаю почему. Меня всегда тянет, особенно даже с самого начала моего, как я начала смотреть YouTube, меня более к таким миленьким ютуберам, что ли, как это, манило. И многие из них, к сожалению, закончили свою карьеру, и когда я только еще начинала смотреть YouTube, мне это было очень печально. Первый ютубер — это девочка, которая на тот момент жила в Японии. А если кто-то из вас тоже смотрит блогеров из Японии, вы явно знаете блогера Тори Чан. Ну так вот, в то время, это было много лет назад, у нее тоже где-то, я оставлю вам видео, или у Аси было видео, тут тоже блогер из Японии, видео с Ксюшей. Ксения вроде ее зовут. И просто она совсем удалила свой канал, это уже давно было, я пыталась ее, я ее искала в Инстаграм сейчас, я подала заявку, но она меня не взяла. Печально. Ну да ладно. Ну так вот, девочка, у нее был канал про Японию, господи, он мне так нравился. Я тогда еще жила в Грузии, училась в школе. И, господи, это меня так мотивировало. При этом у Тори, как бы, Виктории, или ее Ксюша, у Виктории, как бы Тори Чан, у нее были такие видео, более, знаете, маленькое видео, она что-то в нем рассказывает. А вот у девочки были блоги. То есть она показывала, куда она ходит. Я помню, я прям смотрела, это меня успокаивало, как ASMR. Мне очень нравилось видео, когда она только заехала в квартиру, как она рассказывала, как она приехала, я не знала даже там, как купить тоже сковородку, кастрюлю и все в этом роде, да, как она обустраивала свою квартирку, как она, тогда она занималась спортом, сейчас я опять же не знаю, я даже не могу ее инстаграм увидеть, она занималась спортом, как она там ходила в спортзал в Японии, где были эти парни, как она устраивалась там, для собеседования ходила и показывала вот эти ужасные, знаете, темные такие костюмы, как она лечила свои волосы. У нее прям был такой душевный влог, она вот там шла по улице, просто там снимала, что-то говорила. Меня это так успокаивало, мне это так нравилось. И вообще она мне очень нравилась, ее манера, она из Казахстана вроде как, ее манера общения, ну не знаю, мне очень нравилась из всех как бы блогеров про Японию, она была моим любимым, именно она, конечно, перестала снимать, но как это обычно бывает. Но она уехала из Японии, это я еще помню, она заводила другой канал, где она показывала, где она потом жила, но там что-то тоже его удалила. Потому что я его даже не могу найти, значит, он удаленный. И это для меня было прям первое разочарование, потому что я прям смотрела ее видео как мотивацию, я пересматривала, мне кажется, каждое видео раз 150. И это первый раз, когда я, мне кажется, тоже почувствовала ASMR, у нее было интересное видео, просто снятое то ли на iPhone, то ли на какую-то такую камеру, знаете, как просто, наверное, камера так стояла, она показывала свои баночки, скляночки косметики и ухода за кожей. И она тогда была баночка Skin Food, апельсиновый, абрикосовый, не помню. А я помню, что это был серум, который матирует кожу. Вот она в этом видео говорила, что этот серум, он, в принципе, ей хватает, чтобы увлажнять кожу, он так матирует. Я его, короче, заказала. Мне он не подошел. Но это видео, там был какой-то крем от Nivea, то ли умывалка, не, матирующий крем от Nivea. До сих пор помню, представляете, сколько раз я посмотрела это видео, что я наизусть помню, что там показывали. Там была, я помню, тушь двойная от Lancome, которую она привозила из дома, то есть от L'Oreal, которую она привозила из дома, потому что в Японии она не продается, и там пудра, которую, я помню, она говорила, ей подарили, Шанель вроде как. В общем, я помню наизусть это видео, представляете, сколько раз я его смотрела. У меня был такой ASMR, ну и вообще ее канал обожала. Это был первый блогер, который разбил мне сердце и даже не извинился за это и ушел. Было больно, печально и очень обидно. Теперь перейдем ко второму блогеру. Это еще этот канал существует, я вам его где-то тут напишу, ссылочку под видео оставлю. Матрешка — это женщина из Америки. Да, из Америки. Она работает психологом, русскоговорящая. Очень... Первый раз, когда я увидела, если честно, ее видео, у нее еще такой акцент, манера общения такая прикольная.
Если честно, подумала, что она прикалывается. Но потом я так подсела. Там тоже, опять же, все видео я пересмотрела миллион раз. Вы до сих пор можете их увидеть. Вообще она рассказывала в основном про косметику, но так, как это назвать, по-грузински, если бы я сказала, очень сладко она говорила о косметике. Так сладко говорила, что я себе заказала помаду от NYX, которая мне, естественно, не подошла. Но сладко она рассказывала. Прям, ах. А я помню, она там про косметику. До сих пор, если честно, пересматриваю. Это нормально вообще? В общем, очень такая приятная, она какая-то позитивная, очень ярко она всегда красилась, и мне это нравилось, потому что я очень стеснительная долгое время человек. То сейчас я пытаюсь от этого избавиться, вы можете и по инстаграму посмотреть, да, и по видео, какая я была, какой я становлюсь. Но вот долгое время я, особенно на тот момент, была очень закомплексованной, боялась, не дай бог, так накраситься, чтобы на меня обратили внимание, то есть у меня было, наверное, так, чтобы на меня никто не смотрел. И вот ее такая смелость, и ее любовь, правда, к косметике, правда, видно было, да, нет, потому что все эти блогеры, которым присылают, им надо про это рассказывать. То есть тоже не любовь к косметике, это работа. Вам прислали, и вы должны сказать, что это просто the best. То у нее, правда, это ей нравилось, это было заметно, это было видно, и потому как она красится, и потому сколько у нее косметики, прям, ох, клубничка. И я прям ее собачек обожала, ее мужа, мне прям так нравилось, мне казалось, что я с ним провожу время. Потом тоже начала худеть, я помню, бегать, показала, как она бегает по Манхэттену, я прям такая, как будто живу на Манхэттене, проживала бег. Я надо будет самой поднять свою задницу, пойти на пробежку. Я смотрела видео с полным ощущением того, что я тоже пробежалась по Манхэттену. Мне очень нравилось. У нее вроде около 20 тысяч подписчиков на тот момент, и сейчас есть. И она давно перестала снимать, и я понимаю в каком-то плане, почему она перестала снимать. Чем больше, опять же, подписчиков, тем больше каких-то непонятных комментариев. А для нее все равно, как бы, когда вы замечаете, что у человека YouTube это не работа, то он часто уходит, если у него видео не контента, просто что-то показать или вот прямо сесть рассказать. А именно если это влог, да, то есть человек много чего показывает, то обычно, когда у человека есть, конечно, какая-то карьера, в какой-то момент ты прекращаешь, понимаешь, что тебя смотрят много людей, и это заходит не в ту сторону. То есть в этом я ее понимаю. Скорее всего, были, наверное, какие-то неприятные ситуации, хотя видео остались, либо просто перестала хотеться рассказывать о своей жизни, как вы знаете, видите по комментариям, много людей, которые хотят вас и жить научить, и дать вам 1555 советов, или там написать какую-то гадость. Мало кому это будет приятно, да, слушать. Опять же, если это не работа, а просто хобби, ты это делаешь для себя, и когда тебе это перестает приносить удовольствие, а ты перестаешь это делать. Но мне было очень обидно, она прям мне очень нравилась, она такая, прям посмотрите, она такая вся пусечка. Я прям не могу. Жаль, печаль, обида. Второй блогер, который разбил мое сердце. Идем дальше. Вы думаете, это все? Нет. Следующие блогеры, они как бы снимают, но снимают очень редко. Для меня это значит, не снимают. Но по сравнению с другими, они хотя бы продолжают снимать. Это канал The Littles Family, канал русской девушки, которая уехала в Америку, вышла замуж, и вот показывает свою жизнь. Она мне очень нравилась. Я случайно наткнулась на этот канал. Я помню, она каждый день там показывала, что они дома готовят. У них тогда еще ребенка не было, когда сейчас у них ребенок, там они новый дом купили, она тоже показывала, как вот они сами его там обустраивают. Это так круто, потому что, знаете, меня как-то задалбливают вот эти все рейндж-роверы, крутая жизнь, и ты понимаешь, что не все так живут. Иногда хочется посмотреть просто на реальную жизнь, и у меня много блогеров, которые живут нормальной, слава богу, жизнью, а не вот это вот все. И вот они показывают, да, как они такие милые, вот. Еще когда у них ребенка не было, они жили в съемной квартире. Я помню, как она там тоже показывала, что они готовят, что они покупают, что на скидке, как она там пыталась, видно было, что она пыталась, знаете, что-то на скидке купить, но все равно вкусно приготовить, что он работает и она работает. Они вот такие вот милые, знаете, когда смотришь на такие семьи, у меня лично вера в любовь появляется, потому что она у меня обычно отсутствует. А вот после таких семей мне прям очень нравится, но они тоже перестали снимать. Или очень редко она снимает после того, как у них появилась доченька.
я все равно пересматриваю. Мне особенно нравятся старые видео, когда она просто каждый день показывала, что она готовит. Я вставала и с чашечкой кофе, это, знаете, был как такой ритуал. Но сейчас его нету. Мне очень они нравятся, можете тоже посмотреть, но начните тогда со старых видео, а не с новых. Так будет интересней. Понимаете, как душевный человек, душевный. Следующий человек, который я наткнулась на этот канал очень случайно. Чтобы вы понимали, насколько случайно я наткнулась на этот канал, как-то раз я говорила с мамой по скайпу, и мы говорили о... Подождите, а он откуда? Ой, Исландии? Вроде Исландии, не Гренландии. Гренландии. Дайте мне минутку. Гренландия, все-таки Гренландия. Мальчик из Гренландии. В общем, когда я говорила с мамой, мы как-то, типа, вот в Гренландии, интересно, на каком языке, что-то об этой стране вообще ничего не знаю, мне было так интересно послушать этот язык. Я вбила просто в поисковике и выбила один из влогов этого мальчика. Я начала смотреть, господи, товарищи, у него такие крутые, я не понимаю, у него даже нету 1000 подписчиков, у него офигенные влоги, то есть там многие либо с английскими субтитрами, либо даже на английском сняты, у него с дроном, такие красивые кадры Гренландии, я просто смотрела такая, о, мамма мия, Белла, это офигенно, но я его понимаю, когда ты, видно, что много вкладываешь, и дрон, и у него офигенные влоги, опять же, офигенные кадры, и подписчиков не добавляется, опять же, это YouTube, который иногда ты не попадаешь в рекомендации, то тебе не хочется больше снимать, в этом я его понимаю, хотя мне очень обидно, мне очень безумно нравился и сам парень, и его влоги, но, да, не все. Посмотрите, я прям очень рекомендую, во-первых, мне очень понравился этот язык, потому что, когда они пишут, там что-то как-то 100 букв, а 100 букв еще каких-то, и они как-то странно это все произносят, мне очень-очень нравится. И девочкам там, правда, симпатичный мальчик. Посмотрите. Жаль. Жаль, что мальчик перестал снимать. Печально. Так, кто у нас еще разбил мне сердечко? Давайте найдем этих. Девочка тоже, она снимает, но она полностью как-то поменяла свой контент. Вот год назад было последнее видео, которое как бы было по ее контенту. Потом она просто начала снимать какие-то игрульки, которые, как тоже вижу, не очень пошли. Это девочка из Канады, насколько я знаю, с корейской, азиатской внешностью. И у нее раньше были просто офигенные видео про макияж. При этом мне нравилось, что она такая, знаете, как она снимала про макияж? От души, там, с шутками, с какими-то, без каких-то прикрас, без каких-то вот этих вот 1001 лайфхак, но у тебя тут везде, знаете, софтбоксы, тут вам программа разглаживает кожу, и ты потом дома это пытаешься сделать и выглядишь как piece of shit. Нет, там как бы, ну, реально были офигенные видео, вот для нашего, ну, на тот момент, для моего возраста, в которых показывался, как адекватно будет выглядеть ваш макияж, если вы его будете делать. У него много было обзоров на кушаны, потом там всякие, у нее ужасное было акне, от которого она избавилась, она тоже про это рассказывала, не боясь показать. Мне нравились ее видео акне на попе, потому что мало кто про это говорит. Короче, нравилась мне она безумно, но как-то потом она просто взяла и перестала снимать видео про макияж. И я в расстроенных чувствах жду ее назад. Вообще, мне кажется, что нам много блогеров и разбивают сердечко. Мы такие хорошие, мы этого не заслуживаем.
следующий это ASMR-блогер. Единственный, который вроде как, опять же, тут просто последнее ASMR-видео было год назад. А потом было уже 3 месяца назад не ASMR-видео, я его не считаю за ASMR, ну там песня просто обыкновенным голосом. Вы опять же найдете канал, господи, я офигевала. Во-первых, это настолько красивая девочка. Во-вторых, у нее настолько крутые ASMR. Я вообще не люблю тейпинг. И вы знаете, по мне, даже на моем канале у меня редко тейпинг. Не люблю. У нее есть видео, у нее при этом 1 миллион с чем-то просмотров 5 лет назад. Меня от этого тейпинга всегда мурашит. Я вам даже оставлю не так даже на ее канал ссылку, как вот именно на это видео, вы ее канал там уже посмотрите. Он шикарный. У нее такие шикарные были ролевые игры, хотя опять же без профессиональной камеры, без 1000 микрофонов, без скринов, но они все просто офигенно были. У некоторых людей просто есть, знаете, талант. Я не понимаю, почему она перестала делать, мне так от этого обидно, я ее так любила, и я прям такая... Видишь, сколько раз я твои видео пересматриваю уже, не могу больше, новые надо, новые, обожаю. Ну так вот, это были, слава богу, пока все, кто разбил мне сердечко. Были ли у вас те, кто разбивали вам сердечко? Посмотрите ссылки людей, которые я вам оставила. И если кто-то из них вам тоже понравится, или если кто-то, например, смотрел ту девочку с Японии, которая удалила свой канал, но они ее знают, ну, как бы знают ее видео, мне будет приятно тоже узнать, что вы знаете, кого вы тоже вместе со мной смотрели, кто вам тоже разбивал сердечко. И очень рекомендую все каналы, которые остановились, но у которых есть старые видео, посмотрите. Пока-пока!